Это очередная серия по постройке Волгатти. Для тех, кто не в курсе, Волга плюс Бугатти. Именно эти два авто мы решили скрестить. И скажу вам, что неплохо так продвинулись. Приятного просмотра. Пацаны возились с этой стойкой, наверное, неделю, да? К чему мы пришли? Пытались ее гнуть, деформировать разными способами, но все равно у нас тут получается вот такой угол. И вроде бы как вариант, но это точно исключает возможность сделать главный Бугатти элемент, и это уже прям серьезное отхождение от концепта. Прикинули пластиком, а пацанам осталось это сделать из металла. Тут делов-то на 5 минут, тут делов-то. Итак, в предыдущей серии мы пришли к тому, что передние стойки никак не вписываются в наш концепт, и мы были вынуждены вставить этот мем и начать все сначала. Давай по новой, Миша, все. Сунь палец. Да не то! Первым делом мы раздобыли вот такую штуку, при помощи которой будем гнуть трубы, а из труб в свою очередь делать каркас. Точно труба холоднокатанная? Ну естественно. Выезжай-то холодная, значит холоднокатанная. Ну да, холодная. Все, давай гнуть. Для того, чтобы грамотно гнуть трубу, для этого необходимо хотя бы уметь считать до 3. 1, 2, 3. Достаточно. Теперь перетягиваем трубу в другую точку, которая у нас отмечена. Повторяем упражнение. 1, 2, 3. Закончили. Ну и так, сантиметр за сантиметром, труба за трубой. Как вы видите, это делается вручную. Главная задача тут получить абсолютно одинаковые две дуги, для того, чтобы кузов был правильный и симметричный в дальнейшем. Поэтому после каждой операции прикидываем одну трубу к другой и корректируем, отталкиваясь от результата. Эту форму мы прикинули на глаз, исходя из высоты машины, которую нам надо получить в дальнейшем. Но забегая вперед, скажу, что и тут мы просчитались. И снова придется вставить наш любимый мем. Мы будем строить, а не заниматься мелким ремонтом. Но ребята пока еще не в курсе, не будем их отвлекать. В итоге, спустя несколько часов мы имеем трубу вот такой формы, которая надежно вставляется в полость заводской стойки. Слегка прихватываем сваркой и проверяем симметричность при помощи лазерного уровня. Понимаем, что все окей, значит можно хорошенько все проваривать и обваривать. Также основательно ввариваем трубу в передней части. В таких труднодоступных местах сложно хорошенько все проварить. Но при помощи болгарки труднодоступное место превращается в очень даже легко доступное, и можно продолжать сварку. В задней части трубу привариваем в районе стакана на предварительно усиленную площадку. Следующим этапом хорошенько провариваем конструкцию в месте среза заводской стойки, попутно подгоняя металл, ну и так с двух сторон. После того, как намертво все приварено, делаем контрольный замер, совсем немного подгоняем форму при помощи домкрата, примеряем шаблон и в целом очень довольны результатом, еще не догадываясь, что придется все переделать. Давайте по новой, поехали. Как вы поняли, этот проект собирается по ниточке, без всякой инструкции. Было бы, конечно, круто получать подробное описание того, что нам надо делать, шаг за шагом, но, к сожалению, у нас нет такой функции. А вот в комплекте с RingString есть такая функция, и даже личный голосовой помощник. Это просто фантастическая штука, и сейчас вы в этом убедитесь. RingString — это такой набор для создания картин из нитей по абсолютно любой фотографии. Целая команда разрабатывала продукт таким образом, чтобы каждый смог создать собственную картину из нитей абсолютно без навыков художника. Тут продумана каждая мелочь. Например, коробка превращается в удобную подставку мольберт, а с задней стороны панно заранее сделаны крепления, чтобы повесить картину на стену. Сам процесс напоминает медитацию. Как это работает? В комплекте уже есть все необходимое. Панно с вбитыми гвоздиками, мононить, подставка под нить и подставка под телефон. Берешь набор, заходишь на сайт, загружаешь фото, выбираешь понравившийся макет. Тут же получаешь голосовую инструкцию. Для понимания, куда вести нить, доска разделена на секторы с буквенными обозначениями, а каждый гвоздь имеет номер. Голос называет сектор и номер, пока на фоне играет расслабляющая медитативная музыка, а ты просто ведешь нить от гвоздика к гвоздику и наслаждаешься. Разумеется, все это можно отрегулировать под себя. Скорость голоса, мужской или женский, фоновая музыка. Справится даже ребенок. Спустя 6 часов прекрасно проведенного времени я в восторге и имею портрет размером 50 на 50 сантиметров. Процесс создания можно растягивать во времени. В любой момент можно закрыть сайт и вернуться, когда будет удобно, и продолжить с того же места, где вы остановились. Но исходя из личного опыта, скажу, что останавливаться вам не захочется. Поэтому смело рекомендую его вам. Как универсальный вариант подарка тоже отлично подойдет, потому что получатель сам выберет, что он хочет изобразить с нитью. Заказать такой набор можно на официальном сайте ringstring.ru. Ссылку вы найдете в описании к ролику, а по нашему промокоду ТОПОР вы получите скидку в 15%. Переходите, заказывайте и создавайте уникальные шедевры.
Следующим этапом накинули на каркас стеклопластиковую скорлупу, и стало понятно, что стойки надо немного подогнать внутрь салона. Сделали мы это при помощи ремня с трещоткой. Немножко каламбуровскую. Каламбура с порогом. Не надо. Пока нас все устраивает, стойки ровные, параллельные, фиксируем их вот такой перегородкой. Затем Валера довел все детали и мелочи до красоты, со свойственным ему педантизмом. Почистили, пшикнули краской и пошли дальше. В общем, мы вырезали из 3D-модели, которая вроде как повторяет оригинальное исполнение Bugatti, вот такой элемент. Он-то и должен решить все наши вопросы. Этим мы и занялись. Итак, в итоге ребята сварили вот этот каркас, который мы думали, что нам подходит. Но опять надо вставить этот мем. С самого начала, Миша, нету жизни, потому что ты говоришь о программе, оживи себя и оживи программу. Все, хватит. В итоге каркас пологий, но крыша на него все равно правильно не ложится. Мы крутили, вертели, выгоняли машину, смотрели. В общем, стало понятно, что ничего не понятно. В итоге пришли к такому решению, что нам нужны оригинальные очертания вот этого проема от Bugatti. Вырезали мы вот прям оригинальный проем Bugatti и прикинули его. Сейчас у нас скорлупа стоит неправильно относительно горизонта, так как она опирается на наши изготовленные трубы. Сейчас мы их срезаем, выставляем в горизонт нашу скорлупу И делаем все по новой. крепим рамку, и тогда уже визуально у нас сразу становится понятно, в какую сторону нужно идти. Мы прикинули и поняли, что эти стойки нам точно не подходят, поэтому удаляем трубы стойки, выставляем по-новому форму и двигаемся дальше. Да, конечно, все это несерьезно, и уже теперь кажется очевидным, что надо было сразу вырезать оригинальный проем. Но все это становится понятно только после парочки очевидных косяков. Как я и говорил, мы не снимаем мастер-классы, мы рассказываем свою историю. Да, мы часто допускаем глупые ошибки, но всегда их признаем и переделываем пару раз, если это необходимо. Не мытьем, так катаньем мы добьемся результата. На этом этапе крайне важно добиться правильной пропорции, поскольку в дальнейшем мы будем заниматься всякой мелочевкой. Решетки, фонари и различные декоративные элементы. Это также очень трудозатратная работа, но если весь этот декор изготовить для изначально неправильного и непропорционального кузова, это будет жалкое зрелище. Именно поэтому сейчас надо добиться результата, глядя на который мы единогласно скажем «красота». Четко. Получается у вас действительно. Умеете, могете. На месте демонтированного каркаса снова прихватываем распорки, для того чтобы кузов наверняка не деформировался. Итак, друзья, подведем двухнедельный итог. Что мы добились за 2 недели? Да ровным счетом. Как начали 2 недели назад с того, что пытались изобрести каркас способом гнутия труб, так пришли к тому, что пришлось что-то срезать. Путем проб и ошибок идем уверенно вперед. Хотя вроде и проба есть, и ошибки регулярно делаем. Значит, мы на верном пути, идем дальше, не будем унывать. Для того, чтобы идти дальше, накидываем стеклопластиковую скорлупу. Выставляем ее четко в горизонте. Тут главный ориентир – это порог. Он должен идти точно параллельно земле. Прихватываем оригинальные очертания дверного проема Bugatti, и тут четко видно, в чем была наша проблема. Стойка оригинального кузова Chiron заканчивается значительно дальше. Именно поэтому она и имеет такую плавную, симпатичную форму. Все было бы намного проще, если бы мы делали просто реплику Bugatti. Но мы-то скрещиваем ее с Волгой, причем без всякой 3D-модели. Вот в таких моментах и появляются подводные камни. В итоге, спустя пару часов подгонки и обсуждений, мы пришли к общему мнению, и теперь уже стало точно понятно, какой формы должна быть стойка-каркас. Ими мы и занялись. Поскольку это точно такой же процесс, как и в прошлый раз, показываем сразу готовый результат. Нам нужно определиться, где у нас заканчивается крыша и начинается лобовое. Туда мы увариваем уже трубу и двигаемся дальше. Я тут крышу отпилил, но я потому что дурканул, переборщил, я не знаю. Нужно как-то этот момент спозиционировать.
Валера у нас в танковой дивизии служил, говорят. Глянь, там как в эту дырку нормально видно. Отверстие, я скажу так, что называется танковый триумф. Сейчас проверим. Обзора здесь более чем достаточно. Такой черкашек. Сейчас продвину. Я считаю, что нам надо еще больше подогнуть и трубу относительно изгиба не под 90 к этой ставить, а под 45. У нас, получается, нужно гнуть трубу в двух плоскостях. Одну в этот радиус выгонять под лобовое стекло и немного еще и так. Это слишком сложно. Я бы вот ее просто в одной плоскости, чтобы уже такой лютый бумеранг не сделать, гнул бы конкретно по одной линии. И вот видишь, я бы ее так цик-цик-цик-цик-цик сюда и норм. Ну все, отмечает обязательно. Нормально? 127 у нас. Ну да, и она, получается, и крыша приподнимается, и лобовое стекло тоже радиус имеет. Если что переделаем, мы это уже проходили. Но дальше все понятно наглядно. После того, как мы получили из прямой трубы подходящую нам дугу, отрезаем все лишнее. Техника безопасности на высшем уровне. Варит с откинутым щитком. Болгарка без кожуха. Валера, ты чё без кожуха работаешь? Рисуй, подожди. Ага, вот так вот. А, не? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Так, а? Ну чё, меряем? После того, как новые, надеюсь, уже финальные стойки на своем месте, снова накидываем кусочек Бугатти. Не, все классно. Проем сейчас выглядит круто. Ну, то есть мне нравится, он такой покродовский, ну, примерно как концепция. Но надо учесть то, что здесь же будет рамка приварена, на рамку ляжет стекло. И чтобы скрыться от герметики рамку, делается такая черная фальш-панель. И, соответственно, стекло, визуально прозрачная его часть станет, наверное, вот такой. А это уже, наверное, совсем танковая версия. Ну не знаю, у нас танкист измерял своим глазомером, говорит, шноркель, шлюгер или как там это, смотровая дырка, говорит, в порядке. Варили все так хорошо. Мы по-настоящему. Не знаю, Саша, у меня складывается такая примета, что когда заходишь в гараж, у нас добавляется работа и создаются какие-то проблемы. Андрюха, здесь все хорошо, но надо переделать. Повесьте табличку, сами вход воспрещен. Не знаю, Валера, ты что думаешь? Танкист вообще одобрил. Не, пойдем классно. Чтобы не думать о том, что мы хуйча в очередной раз, мы это вырезаем выше, эту вот крышу всю, и рамку делаем на трубе. Это варик, и тогда она будет идти в стык. Да, с крышей она получается вообще. Что я думаю, по-любому клеим крышу, а потом ее можно обрезать. То есть, ну, Тем более, что первый раз, что... я тут крышу отпилил, но явно что дурканул, переборщил. Но тут ничего страшного. Андрей уже больше 10 лет занимается стеклопластиком, поэтому он может себе позволить отрезать лишнего и с запасом, поскольку знает, как исправить положение. Этим, собственно, он и занялся. И вот тут, кстати, стало понятно, из-за чего у нас были такие проблемы со стойками, которые мы переделывали пару раз. Дело в том, что кузов Бугатти, который мы откатали, у нас заканчивался козырьком крыши, что вы видите на экране. И тут практически нет никаких силовых конструкций. Все было бы хорошо, если бы мы сразу после изготовления зафиксировали эту деталь на жестком кузове. Но она у нас валялась полгода в гараже, и козырек немного выровнялся, в итоге изменив изначальную форму. Мы упустили этот момент и в дальнейшем начали работать, отталкиваясь от уже искаженной формы, будучи уверены, что работаем с точной формой от 3D модели. Соответственно, у нас ничего не сходилось, пока мы не сделали шаблон дверного проема и не восстановили геометрию. То есть надрезали козырек в некоторых местах, притянули его саморезами и пошли дальше. Перед тем, как начать восстанавливать стеклопластик, хорошенько вышлифовываем две плоскости и надрезы, для того, чтобы максимально убрать все ступеньки, ребра и переходы, заодно подготовить поверхность для нанесения состава. Говоря по-правильному, абразивно обработать или по-простому зашлифовать. Первым делом замешиваем полиэфирную смолу и передаем микрофон Андрею с позывным «Дрон Пластилин». Замешали необходимое количество смолы и приступаем к склейке нашей крыши. Склейку будем производить двумя
слоями. Первый будет узкий, а второй широкий. Мы добьемся того, что наша латка будет более плавной, не будет выпирать, не получится шишка. Давай вернемся к конструкции нашего защитного кокона. Да, я предлагаю, чтобы у нас трубчатые стойки завязались с порогом, вышли здесь, где заканчивается дверной проем, и завязались уже с верхними дугами. На верхних дугах мы делаем распорку прямо в этом же месте, здесь завязываем крестом. Когда верх у нас уже схватится, мы обязательно усилим все это дело изнутри серьезной, большой, широкой латкой. Я предлагаю тогда эту распорку меняем на этот диаметр, потому что это слишком слабенькое. Ну хорошо, эту отсюда распорку уже можно тогда здесь завязать, не обязательно на стаканах. То есть стаканы у нас завязаны закладными. Я предпочитаю использовать валик, а не кисть, потому что валик дает равномерный слой смолы, первое, и второе, мы сразу им прикатываем стекломат. Обычные строительные валики для покраски акриловыми красками. Здесь у нас распорка в багажнике, ну, по факту она мешает там, ну, картошку мне возить. Она нам не по мешает, факту. и она здесь нужна, потому что стаканы тогда сойдутся. Как вы заметили, я довольно-таки сильно замотовал зону ремонта, потому что, как ни крути, всегда эта зона все увеличивается, расходится. Смысл не меняется, здесь эта распорка или она здесь. Просто здесь, по факту, она в багажнике. Ее нужно максимально поднять к нашей шкарлупе, чтобы не было просто по центру багажника у нас этой трубы. То есть, ну, если ее завязать тут вот, здесь у нас стакан завязан усиленной пластиной, я думаю, смысл не меняется. А мне кажется, меняется. Наложим латку из стеклопластика. Далее эту латку мы будем шпаклевать. И если на первый взгляд кажется, что здесь достаточно будет такой зоны ремонта, то, как ни крути, она потом все равно увеличивается. Именно нужно упираться именно в стаканы. Сама вот идея того, чтобы распереть стаканы, чтобы не дать им именно части стаканам сойтись. Не опорным каким-то точкам, а именно самим стаканом. Поэтому вот эта вот часть нам нужна. Но мы ее заменим на более усиленную трубу. И тогда уже, когда эта опора будет у нас тут стоять, мы просто обвяжем двумя дополнительными трубами. Валера, я тебя принимаю таким, какой ты есть, но ты сейчас ошибаешься. Давай проверим. Поверх грунтовочного слоя смолы накладываем стекломат. Опять же, пропитываем его полиэфиркой. И на первый взгляд может показаться, что смолы недостаточно. Это мнение обманчиво, потому что обойдетесь, это мои секретики, блин. Вопрос-ответ. Давай. К чему ты собираешься крепить стекломат? Один раз прокатываем смолой и не спешим делать выводы, что стекломат не намок. Для этого необходимо время. Стекломат склеен таким составом, который растворяется полиэфирной смолой. Но спустя пару минуток процесс запустится, и эта ткань развалится уже на эти ниточки составляющих. Сейчас мы это продемонстрируем. Усилитель под трубой, ну, я думаю, что смело можно его вырезать. Вот эту вот часть, вот эту вот деталь, мне кажется, она здесь уже лишняя, она может покинуть чат смело. Не стоит сразу замешивать большие объемы смолы, потому что если вы его не успеете выработать, смола очень быстро закипит в таком объеме. Полимеризация, то есть процесс затверждения, пройдет намного быстрее, нежели на этом тонком слое. И вы увидите такую картину, что в этом стакане смола уже закипела, стала, но ваша вот ремонтная деталь еще будет совсем сырая. И на первый взгляд, здесь это не надо. Дверной проем я хочу оставить, чтобы не изобретать новый дверной проем. Вот эта часть крыла у нас крепится здесь. Ну, не вижу смысла держать этот усилитель. Тогда просто все, ну тогда уже пойдет гулять само себе. Тут стойка будет усилена, да, трубой. Проем, да. Здесь ты хочешь все вырезать. Вот, уже наш стекломат пропитался, и пошла реакция, и он очень легко разваливается. Скоро наступит тот момент, когда его уже будет нереально держать пальцами. Я держу здесь вот за сухую часть, а вот мокрая уже, видите, какая? То есть она уже совсем нестабильная. И за счет этого с ним легко работать. Ну, это лишнее просто железо. У нас будет крепкая, мощная конструкция из толстой трубы. Ну, а это уже лишнее железо.
Доверься, Получается, профессионалу. ну, а почему скорлупа крепится? Нам будет лежать на этих дугах только, получается. Первый слой у нас уже промок, визуально видно. Можно накладывать второй слой. Для пропитки второго слоя уже необходимо намного меньшее количество смолы, потому что он намокнет от имеющегося уже количества полиэфирки от первого грунтовочного слоя. И можем увидеть, как полиэфирка меняет цвет, что значит, что реакция проходит. У нас мало времени и нужно шевелиться. Все, шкарлупа крепится сверху, прикатывается подкрылкам, вот этим вот. Эта часть, она не задействована. К ней тоже можно прикатать. Зачем? Не нужно. Иначе, как я уже говорил раньше, полиэфирка в стакане просто закипит. Очень опасная штука. Нельзя оставлять такие объемы полиэфирки, не эпоксидки, смолы в таком стакане, потому что она может закипеть, загореться, лопаться. Кстати, можно было бы это продемонстрировать на камеру. Проще надо было клетку просто сварить и накинуть сюда на вырезанный пол, который останется от всего. Ты говоришь очевидные вещи, но они становятся очевидными потом. Валиком мы еще пытаемся выгнать воздух, который просто видно сверху. То есть вот эти вот пузыречки, при работе с валиком изменяется звук. Изначально он сухой, по мере намокания материала эти пузыречки выщелкивают, и звук меняется, но уже такой приглушенный. Вот разница по сухому и по мокрому. Слышите? Никакой. Давай что-нибудь от этой машины оставим. От этой машины останется ржавое днище, и все. Эти детали, они просто здесь не нужны. Мне кажется, мы сейчас обрежем эти панели, то стойка сразу же уйдет. Стойка, она уже ушла, и она нам не нужна. Она не несет здесь никакой смысловой нагрузки. На самом деле разницу ты чувствуешь, слышишь и видишь даже с закрытыми глазами, когда работаешь с этим материалом, особенно без респиратора. Валера, подай, пожалуйста, стекломат. Давай парим сюда трубу и потом уже будем смотреть. Возможно, да, эту ее можно убрать. Но пока она как фиксатор для стойки служит. Сейчас ты резанешь, она уйдет сюда, туда, сюда, ну неважно, в какую-то сторону уйдет. Валера, ты потом просто... можно наловить все. Ты просто сейчас, не здесь и сейчас, и ты неосознан. Наш ремонт уже практически закончен. Латка получилась очень плавная за счет того, что у нас был подготовлен материал. И прошу заметить, как широко мы разошлись от места склейки, про что я и говорил. На камень, ножницы, бумага, пилим эти стойки или нет? Камано, магано, чи-чи-фа. Пилим походу? Пилим. Ну пили давай. Итак, подытожим. Матуем шире, рвем стекломат. Латки разной ширины. Все, работаем с валиком. Последним этапом мы уже пройдем прикаточным толиком. Того звали Валик, это будет толик. Это уже так, для успокоения души, для перестраховки, дабы не нарушать техпроцесс. На утро, когда наша смола заполимеризовалась, будет достаточно в легкую пройтись наждачкой. И эта поверхность уже готова к дальнейшей шпаклевке. Мне нравится использовать два разных вида шпаклевки. И когда мы будем ее смешивать, будет наглядно видно, хорошо ли мы замесили состав. Я с этим Валерой натерплюсь и наемся такого всего. Я прям не могу с ним просто ни о чем нормально договориться.
Замешиванию шпаклевки нужно уделить должное внимание, так как это критически важный момент. У нас просто все не складывается, все противоречит друг другу. Я терпеть это не буду, я ему прямо сейчас это открыто скажу. Ну что стоим? Давай эту булочку наконец-то доделаем, а то мне руки чешутся ее накрасить. Когда цвет у массы стал равномерным, это показатель того, что мы хорошо все замешали и можно приступать к нанесению. Ну вот, смотри, Валера, все обрезали, эта стойка, она не ушла. Ушла. Она не ушла. Говорю, ушла. Валера, она не ушла. Мне нравится использовать в работе пластиковые шпателя и стальные линейки. Валера, она не ушла, она стоит на месте, все нормально, она не ушла. Первый слой обязательно тонкий, и мы втираем шпаклевку под разными углами, дабы заполнить все мелкие поры. Я все видел, она ушла. Валера, она не ушла. При работе с линейкой очень важно сильно надавливать на линейку, дабы выдавить весь воздух, Ну как не ушла? Посмотри, куда она? который получается при нанесении шпателем. Нельзя шпаклевать толстыми слоями. Необходимо нанести максимальное количество тонких слоев с межслойной сушкой. Да ушла, конечно ушла. Что тут как будто... Не ушла она, не ушла! Да уйди ты, уйди из моей жизни. Чтобы ускорить процесс сушки, можно немножко поверхность подогреть феном, но ни в коем случае не сверху. Иначе мы запечем корочку, и наш пирог останется сырым внутри. Подогревать будем с обратной стороны, чтобы прогрелась сама деталь и все пары со шпаклевки испарились наверх. На самом деле стойка, она, конечно же, ушла. Мы сейчас закрепим дверьку, и вот этой петлей дверька правильно поставит нам стойку, и все будет на месте. Стойка будет на месте, но Валерина психика останется с травмой. Ушла. Вот видно же, что ушла. 100% ушла. Очень важно не перегреть поверхность, и измерение лучше проводить тыльной стороной ладони. Она более чувствительная. Валера, где вторая дверь, да? Да я не знаю, вроде тут где-то была. Форд проба второй мультификации, все верно. Когда слой схватился, не обязательно шкурить поверхность. Можно прям по вот этому полулипкому сухому слою намазывать второй. Что я ее давно не видел. Да она где-то в гараже мелькала. Красного цвета, да, не ржавый, в отличном состоянии. Ну, надо искать. Надо искать. Ну, прикрути, потом будем искать другой. И стеклоподъемник в комплекте идет, да. Ну как, крутится? Все? Ну крути, крути. Крути. Но мы Валерии об этом не скажем. Тем временем шпаклевка высохла, и мы доводим форму. Тут Андрей почему-то решил использовать круглую наждачку с квадратной колодкой. Но спустя полчаса пары растворителя выветрились, Андрей разобрался, как это работает, и дело пошло. Перед тем, как перейти к более мелкой наждачке, наносим проявочный слой. Он заполняет все следы от грубой обработки, обрисовывает их, и становится отчетливо видно, где риска уже перешлифована, а где стоит еще поработать. И так с каждым последующим номером наждачки. Пока стеклопластиковый кузов четко зафиксирован на каркасе, при помощи болгарки слегка подгоняем край по форме дуг, так как изначально он был откатан с запасом. После того, как запас убран, двигаемся дальше. Откручиваем все, что держит Bugatti накладку, для того, чтобы скинуть ее и заняться внутренней частью. Выкатываем машину, затем еще немного машины собираем на полу и приступаем к работе. Эти бруски, которые разлетаются во все стороны, помогали правильно позиционировать две части между собой, но они нам уже не нужны. Но дальше точно такой же процесс, как и на лицевой стороне. Андрей подробно описал всю технологию, поэтому не будем останавливаться второй раз на этом. Тут была проделана аналогичная работа. Итак, теперь мы уверены, что форма скорлупы и дуг отлично подходят друг к другу, а это значит, что можно смело дожимать силовой каркас. Правильнее его назвать
каркас безопасности. Чаще всего такую штуку делают в гоночных машинах, и нужна она для того, чтобы сохранить жизненное пространство для экипажа автомобиля в случае аварии, а также он используется для продольного усиления жесткости кузова. Изначально каркасы безопасности применялись в раллийных гонках, но позже их применение стало обязательным и в других дисциплинах. Он делается только из круглых труб, поскольку скругленные бока менее травмоопасны. В зависимости от сложности конструкции каркаса возможны разные варианты усиления, начиная от простого – это арки над головами водителя и пассажира, и заканчивая сложным – пространственным скелетом, объединяющим в одну силовую структуру чашки передней и задней подвески, пороги и боковины, а также клетку безопасности самого салона. Как раз у нас должен получиться такой вариант. Вот наглядный пример, как работает и спасает жизни такой каркас. Конечно, мы не собираемся участвовать в гонках, а каркас делаем только потому, что полностью срезали верхнюю часть кузова, которая совсем не вписывалась в проект. Теперь нам нужно поженить наши стойки с каркасом, так как пока у них нету ничего общего. Для этого мы пластину, которая прикручивается, дверная петля, на которую защелкивается сама дверь, усиливаем продольным маленьким усилителем. То есть вот это и есть обшивка. Она никакой, скажем так, силовой нагрузки не несет. Вот основной усилитель, он из толстого металла, в отличие от наружной накладки. И мы таким же толстым металлом завязываем сначала продольно, таким образом, а потом поперек кузова уже такой пластиной завязываем. Потому что в машине самые силовые точки — это места крепления петель, где ремни. Я слышу, ты управляешь, В итоге тут все понятно наглядно. В местах крепления к днищу и стаканам были сделаны усиленные площадки из толстого металла. Более подробные кадры и уникальные материалы из мастерской можно найти в нашем телеграм-канале. Я решил не делать тупую копию канала в телеграме, поэтому там вы найдете только уникальный материал и ежедневные бэкстейджи из мастерской, поэтому жду всех и обещаю, вы не пожалеете. В финале крепим трубу в задней части. Она заменит кусок лонжерона и кузова, который мы безжалостно выкинули в прошлой серии. Ну а в следующей серии, которая, кстати, уже готова и выйдет совсем скоро, мы покажем более-менее конкретный результат. Вот небольшой спойлер. Спасибо за просмотр и добра от топора. Такова лайф у нас в мастерской. От этого никуда.